каждый день приносит все больше бедствий. Наводнения, обвалы, штормы, будто сама земля протестует. Что случилось за последние 24 часа? Смотрите прямо сейчас. Вы на канале «Горизонт событий». Сильные ливни, обрушившиеся на восточное побережье США, вызвали масштабное наводнение в Нью-Йорке и прилегающих округах. В Квинсе, одном из наиболее пострадавших районов, улицы превратились в реки, а автомобили оказались затоплены по самые окна. Автомагистраль Клирвью стала непроходимой. Полиция Нью-Йорка спасла водителей как минимум из 4 машин. На ряде улиц зафиксированы значительные подтопления. По данным Национальной метеорологической службы, интенсивность осадков достигала 76 мм в час. В некоторых районах Квинса и Бруклина выпало до 180 мм осадков, это почти месячная норма. Наводнение нарушило работу общественного транспорта. Несколько станций метро в Нью-Йорке оказались под водой, что привело к приостановке движения на ряде линий. Поезда Метро-Норд также временно прекратили работу. В аэропорту Ла-Гуардия, расположенном в Квинсе, был закрыт один из терминалов из-за экстремальных погодных условий. Власти штата объявили чрезвычайное положение для Нью-Йорка и близлежащих округов, включая Квинс, Бронкс, Кингс, Нассау, Ричмонд и Уэстчестер. Восстановление нормального движения и работа инфраструктуры может занять несколько дней. Устаревшая канализационная система города не справляется с такими объемами осадков, что усиливает последствия таких экстремальных дождей. На горной дороге в Китае оползень сбил грузовик, едва не отправив его в пропасть. Инцидент произошел в провинции Юньнань, в районе города Пуэр, на извилистой горной дороге, известной своей сложностью и опасностью. Масса камней и грунта обрушилась на проезжую часть, задев следовавший по маршруту грузовик. Машина оказалась на краю обрыва, но уцелела, чего не скажешь о прицепе, который сорвало и бросило вниз. Водитель не пострадал, отделался только испугом. Проливные дожди, обрушившиеся на Мехико, вызвали масштабное наводнение в районе Тlalpan, одном из 16 административных округов столицы Мексики. По данным Национальной метеорологической службы Мексики, в ночь с 30 на 31 июля в районе Тlalpana и других частях Мехико выпало от 100 до 150 мм осадков за несколько часов. Интенсивные дожди были вызваны холодным фронтом и остаточной влажностью от тропических систем в Тихом океане. В результате в Тlalpане под воду ушли улицы и ключевые магистрали. В некоторых районах уровень воды достигал 50-70 см, жилые дома оказались затоплены. Местные власти и службы гражданской защиты эвакуировали десятки семей из домов, а также несколько водителей из затопленных автомобилей. Наводнение вызвало перебои в подаче электроэнергии в некоторых районах города. Общественный транспорт, включая автобусы и линии метро, временно приостановил работу из-за подтоплений. Власти Мехико объявили чрезвычайное положение в Тlalpане и соседних районах, включая Каякан и Хочимилька. Были мобилизованы дополнительные силы для очистки дренажных систем и оказания помощи пострадавшим. Друзья, если вас беспокоит происходящее в мире, поддержите это видео лайком и подпишитесь, чтобы не пропустить важное. Напишите в комментариях, что происходит у вас. Трагедия произошла в Чили на руднике Эль-Тиньенте, одном из крупнейших медных месторождений в мире, расположенном в 80 километрах к югу от Сантьяго. В результате землетрясения 31 июля магнитудой 5 и с эпицентром вблизи рудника произошло обрушение в шахте, где в тот момент находились рабочие. 1 человек погиб, 9 рабочих получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были оперативно доставлены в медицинские учреждения Ранкагуа. Еще 5 рабочих остаются пропавшими. Их местонахождение пока не установлено. Спасательные работы начались немедленно после инцидента. Компания «Кодалка», владелец рудника,
направила на место происшествия специализированные команды горноспасателей. Спасатели пытаются пробиться через обрушенные участки шахты, используя тяжелую технику. Параллельно ведется бурение вертикальных шурфов для достижения зоны, где могут находиться пропавшие рабочие. Родственники горняков и власти не теряют надежду на спасение. Горнодобывающая отрасль страны имеет огромный опыт реагирования на подобные инциденты. В 2010 году на шахте Сан-Хосе были спасены 33 шахтера после 69 дней нахождения под землей. Тогда спасательная операция стала примером международного сотрудничества, и текущая ситуация может потребовать аналогичных усилий. Вчера вулкан Леватоби-Лаки-Лаки, расположенный на острове Флорес в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенggara, начал мощное извержение, выбросив столб пепла на высоту около 10 тысяч метров над вершиной. Извержение сопровождалось яркими вулканическими молниями, которые осветили ночное небо, создав зрелищные кадры. Индонезийское агентство по вулканологии объявило о радиусе опасной зоны в 6-7 километров от кратера. Спустя 4 часа вулкан выбросил еще более мощный столб пепла, который в этот раз уже достиг высоты около 18 километров над вершиной. Густое облако пепла в форме гриба было видно на расстоянии до 150 километров. Оно накрыло близлежащие деревни, жители которых в спешке эвакуировались. Извержение сопровождалось сильным гулом и выбросом раскаленных газовых облаков, камней и лавы, которые спустились по склонам на расстоянии до 5 километров. В зоне вулкана действует красный код авиационной опасности. Десятки рейсов, включая международные и внутренние, были отменены. Проливные дожди, обрушившиеся на северо-западную провинцию Диен-Бьен во Вьетнаме, привели к масштабным наводнениям и оползням, унесшим жизни как минимум 3 человек. И еще 14 числятся пропавшими. По данным гидрометеостанции, за несколько часов выпало до 262 мм осадков, что привело к резкому подъему уровня воды в реках и ручьях. Наиболее пострадавшими оказались отдаленные коммуны, такие как горная деревня Сазунг и Ханг-Пуси, где стихия разрушила дома, дороги и мосты. В деревне Сазунг разрушено 11 домов, десятки других зданий повреждены. Район оказался практически изолирован из-за завалов на дорогах и разрушенных мостов. Наводнения парализовали движение на ключевых трассах, отдельные участки заблокированы камнями, деревьями и грунтом. Также нарушено электроснабжение. Спасательные операции начались сразу после первых сообщений о бедствии, но их ход замедляется из-за продолжающихся ливней и сложной местности. Власти мобилизовали экстренные службы для ликвидации последствий и поиска пропавших. Сильный снегопад обрушился на сектор Ла-Лагуна, расположенный во внутренней части региона Кокимбо в Чили. Толщина снежного покрова достигла 40 сантиметров к утру 2 августа. Снегопад сопровождался сильными порывами ветра и создал опасные условия на автодорогах. Международная трасса Рутер-41, ключевая для сообщения между Чили и Аргентиной, была временно перекрыта из-за снежных заносов. Водителям рекомендовали воздержаться от поездок в горные районы до улучшения погодных условий. Некоторые отдаленные участки Ла-Лагуны оказались отрезанными от внешнего мира, снегопады сделали дороги непроходимыми. Местные власти направили снегоуборочную технику для расчистки путей и призвали жителей и туристов временно избегать поездок в высокогорные зоны. Метеорологическая служба Чили выпустила предупреждение о возможном продолжении осадков в высокогорных районах региона в ближайшие дни. Мощная буря с градом обрушилась на деревню Вигалера в испанской провинции Альбасеты. По сообщениям очевидцев, град достигал от 2 до 3 см в диаметре. Потоки воды, смешанные с градом, буквально текли по улицам. Буря стала частью нестабильной погоды, вызванной холодным фронтом, который принес сильные осадки и грозы в регион.
Улицы Вигалеры превратились в реки, дороги, ведущие к деревне, были временно заблокированы из-за скопления града и мусора. Сообщается о повреждении крыш домов, разбитых стеклах автомобилей и затопленных подвалах. Пострадали также сельскохозяйственные угодья, включая виноградники и оливковые рощи. В некоторых частях коммуны Молникос наблюдались перебои с электричеством из-за повреждения линий электропередач. Пожар в каньоне Монро, бушующий в национальном лесу Фишлейк, охватил 22 842 гектара и локализован лишь на 7%. Огонь пересек Бер-Вэлли-Род и приблизился к шоссе 24, ставшему приоритетом для тушения. Пожарные расчеты ведут тактические операции, чтобы сдержать пламя. Сильный ветер, низкая влажность и высокая температура осложняют борьбу с огнем. Эвакуированы районы Маклеби, Монро-Мидоус и другие. Разрушено 10 домов и 12 линий электропередачи. Более 1200 пожарных, вертолеты и самолеты ведут борьбу с пламенем. Губернатор Юты Спенсер Кокс объявил в регионе чрезвычайное положение. Пожар Dragon Bravo Fire, начавшийся еще 4 июля из-за удара молнии, охватил 45 314 гектаров на северном крае национального парка Гранд Каньон и стал мегапожаром. Локализовать огонь удалось лишь на 8%. Огонь уничтожил историческую ложу Гранд Каньона и более 70 построек, а также вызвал эвакуацию около 1000 человек. Сухая погода, жара и сильный ветер подпитывают пожар. Перакумулятивные облака, формирующиеся из-за жара пожара, создают собственные ветры, усиливая его распространение. Более 1100 пожарных защищают ложу Кайбаб и возводят линии сдерживания вдоль дорог. Шоссе 67 остается закрытым, северный край парка закрыт до конца сезона. Губернатор Аризоны Кэти Хоббс призвала расследовать действия властей, допустивших рост пожара. Сильная пыльная буря накрыла район Лагуна-Бланка в аргентинской провинции Катамарка. Буря, сопровождавшаяся переносом песка и пыли, быстро усилилась из-за мощного холодного фронта, пришедшего с юга. По данным местных метеослужб, порывы ветра достигали 150 км в час. Видимость в районе Лагуна-Бланка упала до 50-100 метров. Дороги в районе Лагуна-Бланка были временно перекрыты из-за практически нулевой видимости и риска аварий. Сильный ветер повалил деревья, повредил линии электропередач и сорвал крыши с нескольких зданий. В сельских районах пострадали сельскохозяйственные угодья. Вечером 1 августа на столицу России обрушилась мощная гроза, сопровождаемая сильным ливнем, градом и порывами ветра до 17 метров в секунду. Непогода продолжалась до полуночи, вызвав подтопление и перебои в движении транспорта. МЧС объявила желтый уровень погодной опасности. Ливень в некоторых районах принес до 10-15 мм осадков за несколько часов, что привело к локальным подтоплениям в Марьино и других низинных районах Москвы. Сообщалось также о локальных перебоях с электричеством из-за повреждения линий электропередач ветром и молниями. На фоне грозового фронта в Москве в аэропорту Шереметьево было задержано 23 рейса. Городские коммунальные службы были переведены в режим повышенной готовности. Спасатели и дорожные бригады ночью работали над устранением подтоплений и расчисткой улиц. А это последствия сильных дождей в Слуцке и Солигорске в Минской области Беларуси. С 28 по 31 июля в отдельных районах Минской области выпало от половины до месячной нормы осадков. Больше всего дождей зафиксировано за этот период на метеорологической станции Слуцк – 130 мм, что составляет 146% месячной нормы. В Солигорске выпало 92 мм или 115% месячной нормы. Это привело к масштабным подтоплениям,
нарушению транспортного сообщения и необходимости экстренных мер по ликвидации последствий. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Если вам близок такой формат, будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.